Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю цветочный торт с лилиями, с большой цветочной композицией. Покажу, как сделать лилии. Украшать я его буду самыми простыми кондитерскими насадками. Я не буду пользоваться аэрографом, рисовыми конусами. Все покажу, как самым простым и доступным способом сделать цветы и выставить такую большую цветочную композицию на торте. Покажу, как можно сделать торт без выравнивания боковинок. Здесь для меня была самая главная задача выдержать этот торт весь в розовой гамме, подобрать правильную композицию, чтобы все и цветы, и боковины торта были в розовой гамме. Покажу, как я это сделала. Торт я украшала белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Итак, сначала я делаю лилии. Только что свежесваренным еще теплым кремом я покрываю стеночки у кондитерского мешка. И сам кондитерский мешок я наполняю малиновым цветом белково-заварного крема. И начинаю делать лилии. То есть лилии лучше всего отсаживать прямо из самого свежего, то есть, можно сказать, еще теплого, свежесваренного белково-заварного крема. Из насадки 8 мм открытая звездочка я делаю основание для лилии. И здесь насадка номер 70, обычная насадка листик 1 см на выходе. Я делаю лепестки у лилий. И так как мы таким образом наполняли кондитерский мешок, сама расцветка у лилий уже выходит натуральная, то есть смотрится она очень естественно. И здесь я не буду использовать ни аэрограф, ни какие-то красители, распылители. То есть все естественным образом сразу же самым простым способом отсаживаем готовый уже, можно сказать, цветок. Естественно, серединку еще будем обрабатывать тычинки, это уже другое, но сами лепестки уже не будем ничем обрабатывать дальше. Очень важно, когда мы отсаживаем основание для лилии, чтобы оно было полое внутри, чтобы вот эти лепестки уже как бы туда погружались. Сейчас еще перед тем, как вставлять туда тычинки, я каждую серединку у лилии посыпаю сухим японским чаем матча. Он имеет естественный зеленый цвет. Если у вас нет такого чая, вы также можете использовать немножко куркумы сухой. Вы также можете взять, перемолоть в кофемолке кокосовую стружку, окрасить ее сухим красителем нужного вам цвета, а также можно использовать нетающую пудру, которая продается во всех кондитерских магазинах, и также окрасить ее сухими пищевыми красителями и просто нанести уже тогда на серединку лилий. Сразу говорю, что обычную сахарную пудру для этого использовать нельзя, потому что она просто растает на белково-заварном креме. Естественно, что по мере отсаживания лепестков цвет у лилии у нас будет постоянно меняться. На переднюю вот эту композицию я буду использовать лилии такие с полосками. Они все есть такие же точно в природе. А сзади я буду использовать уже в моей цветочной композиции более светлые лилии. Чем дальше мы будем отсаживать эти лилии, тем более светлым будет становиться крем в кондитерском мешке. Если вам нужны будут, допустим, лилии только с полосками, тогда следует кондитерский мешок брать новый и наполнять его заново, тем же способом, который я показала в начале видео. Мне это было не принципиально важно, поэтому я делаю и светлые, и с полосками лилии. Я изготовлю здесь заранее 8 лилий, но использовать в торте я буду только 6 штук. Всегда лучше иметь про запас лишний цветочек, чем потом не хватит крема, не хватит вот этих цветов в композицию. Вот это очень важно. Я люблю, чтобы у меня было про запас. Крема у меня на эту цветочную композицию ушло из расчета порции на 150 грамм белка. И также отдельно я варила крем для покрытия торта. Сейчас вот такие фунчозки, то есть обычная лапша фунчоза, я ее порезала ножницами примерно по 6 сантиметров. Добавляю туда сейчас тот же самый сухой чай матча. Очень хорошо перемешиваю. Фунчоза моментально окрашивается в зеленый цвет. И вставляю в качестве тычинок эти фунчозки в мои лилии. Они смотрятся уже очень естественно. Благодаря чаю матча они окрасились сразу в зеленый цвет. Это очень удобно делать. И все это натуральные пищевые продукты. Я разбавила буквально каплю малинового красителя с каплей кипяченой воды. И просто вот так вот палочкой деревянной я наношу такие точечки на каждый лепесток лилии, как это и есть у цветов лилии в природе. На каждую фунчозку я сейчас отсаживаю буквально капельку малинового крема и тем самым завершаю изготовление тычинок. То есть к этому я уже больше возвращаться не буду. Я срезала здесь у кондитерского мешка буквально 1 мм.
Здесь очень важно, когда вы будете завершать приготовление тычинок, чтобы этот крем не был у вас очень густым, иначе он очень плохо у вас будет держаться на этих фунчосках. То есть он должен быть слегка таким подвижным, и тогда они прекрасно будут прикрепляться. Лилии у меня все уже готовы, начинаю делать розы. Розочек у меня будет всего 7 штук на этом торте. Насадку здесь я взяла намеренно крупную. Насадка номер 874, крупная изогнутая роза. Я ее, естественно, уже очень давно сделала более узкой при помощи плоскогубцев и работаю ей такое много лет уже. Вообще любую насадку розы следует делать более узкой при помощи плоскогубцев, если вы ее купили вот в таком необработанном виде. Сам бутон я делаю намеренно таким высоким, то есть длинным достаточно, чтобы потом они у меня очень гармонично смотрелись в этой большой цветочной композиции. Каждую розочку я слегка покрываю кондуриновым спреем перламутрового цвета, то есть не серебряного, а именно перламутрового цвета. Делаю я это намеренно, чтобы все не слилось в общую такую розовую непонятную смесь. Когда такая большая цветочная композиция, выдержать все в розовом – это сложно. Это я уже могу смело сказать, как человек с очень большим опытом создания различных цветочных тортов. То есть здесь мне нужно было выдержать и цветы, и вот эту боковину торта. Все в таком девичьем розовом цвете, то есть не в пастельных женских розовых тонах, а именно вот такой практически цвет пинк. И этот торт я украшала не для девочки, а именно на юбилей уже взрослой женщине с большой цветочной композицией и вот в таком прямом розовом цвете. Вот этот такой резкий розовый прямой цвет, он всегда дается очень сложно, то есть сложно подобрать к нему гамму, которая будет его хорошо обрамлять, сопровождать, в то же время оставить его этот розовый цвет доминирующим. И самое главное, что мне нельзя было здесь использовать ни красного, ни сиреневого, ни нежного какого-то цвета, только вот это розовое, и благо, что я еще нашла такие желтые оттенки к нему. И я здесь сняла вам это видео, может быть, кому-то это пригодится, потому что часто женщины, особенно в возрасте, любят такой прямой розовый цвет. Но для кондитера это всегда дилемма. Это я могу уже сказать из своего многолетнего опыта. И здесь я уже старалась, как смогла, это сделала. Итак, роз я сделала всего 7 штук. 2 вот такие крупные розы. Вот сейчас я делаю как раз крупную розу, вам показываю. И в основном такого среднего размера и маленькие. Больше здесь роз мне не потребуется, потому что основной акцент в этом торте все-таки мне нужен был на лилиях. Розовые лилии, вот эти яркие, это была как бы основа этого торта. Сейчас я также припыляю кондурином каждую розу, отставляю их пока что в сторону и начинаю уже наносить вот этот опять же розовый цвет прямой на боковину этого торта. Я покажу, как это можно сделать в разных вариантах. Я специально здесь сняла вам несколько вариантов. Итак, торт я уже заранее покрыла белково-заварным кремом итальянской меренго. На покрытие этого торта 24 см в диаметре, 10 в высоту у меня ушло белково-заварного крема итальянской меренги из расчета порции на 100 грамм белка. Сейчас этот же краситель, которым я делала точечки на лепестках лилий, я наношу такими акцентами на боковину торта. Здесь я взяла обычный металлический шпатель с зубчиками и показываю, как это будет выглядеть, если просто провести линию этим шпателем. Это белково-заварной крем, он очень мягкий. Чтобы наносить любой рисунок вот таким шпателем, нужно, чтобы у вас боковина торта была уже выровнена и хорошо увлажнена водой. То есть, чтобы крем у вас был подвижный, чтобы он у вас не рвался. Это для любого профильного шпателя вот такого. И только шпатель вот с таким квадратным профилем, если мы берем, тогда получается четкий рисунок на белково-заварном креме. Я здесь специально просто для вас показываю, что если вы не можете, допустим, и верх торта выравнивать, понятно, что для новичков сложно всегда. Белково-заварной крем мы всегда выравниваем, смачивая шпатель в воде. Кому сложно выравнивать, можно вот таким фигурным шпателем наносить вот такие разные узоры. И вот сейчас уже из квадратного этого профиля шпателя я делаю вот такие по бокам волны, которые я и оставлю. Можно и сверху делать, но так как у меня на торте будет помпезная цветочная композиция, я, естественно, сейчас верх разровняю, чтобы он у меня был просто ровный, этот верх. Но вам я это показываю, что вы, кто особенно новичок, можете вот так же сделать, и у вас уже будет красивая такая поверхность. Сейчас я это просто
разровняла и начинаю выставлять цветы на торт. Здесь я делаю совершенно небольшое основание для цветов, потому что цветочная композиция у меня и так здесь очень крупная. Чем выше основание, тем больше по бокам цветов мы будем вынуждены выставить. Начинаю выставлять я с лилий, ставлю сразу 2 лилии подряд, как это и часто бывает в букетах в современных. Также ставлю рядом с ними самую крупную розу. Сзади из оставшегося малинового крема я выставляю вторую крупную розу, и сбоку, уже совсем сбоку, уже она немножко нависает, выставляю также лилию с полосками. И делаю сразу бутоны, которые лежат на поверхности торта. Делаю я их такими многослойными. Это делается очень просто. Из этой же точно насадки, которую я делала и сами розы, у меня осталось, естественно, здесь крема немножко этого розового. Самый остаточек крема я также буду использовать сзади как основание для других розочек. Его не будет видно. Вытираю здесь постоянно кондитерскую насадку. У меня совершенно чистые новые перчатки, и я, естественно, ими могу протирать. Либо же можно использовать для этого одноразовые бумажные полотенце, смоченное кипяченой водой, и также протирать свою насадку. Я эти розы сейчас также сбрызгиваю кондуриновым спреем. Это мне было тоже важно сделать, иначе они бы смотрелись неестественно по отношению к другим розам. Сейчас я начинаю выставлять уже цветы с задней части этой цветочной композиции. Здесь я выставлю 3 лилии. И также 3 розы, также будут бутоны. То есть в таких больших цветочных композициях количество цветов мы уже не учитываем. Это, я думаю, уже знают все. Лилии здесь я беру уже, как вы видите, другие, более светлого цвета. Они уже не мешают своим окрасом вот тем лилиям ярким, которые у нас были на передней части торта. Здесь у меня просто кондитерский мешок с переходником для насадок кондитерских цвету крема хаки. Я делаю вот такие бутоны в малазийском стиле. Они немножко как бы дополнят собой эту композицию. Я здесь срезала буквально 2 мм у кондитерского мешка. Я отсаживаю в центр вот этого малазийского бутона розовый крем и как бы надуваю розовым кремом, пока уже не лопнет вот этот бутон. И получаются такие незамысловатые бутоны. Сейчас из насадки 8 мм открытая звездочка. Цвет у меня здесь фисташково-зеленый. Я отсаживаю основание для вереска. Вереск я здесь буду использовать именно такого зеленовато-желтоватого цвета, чтобы как-то хотя бы разбавить эту композицию, но не отступать от основного розового тона. Для вереска я срезала у кондитерского мешка буквально 1 мм. Буквально каплю желтого и зеленого красителя я смешала, окрасила белков в заварной крем и отсаживаю вот на эти уже основания для вереска вот эти вот капельки. Насадка номер 70, той же самой насадкой, которую мы делали сейчас, лилии, я делаю просто листья. Тоже цвет фисташково-зеленый. Сейчас этот же фисташково-зеленый краситель я развела буквально в капле кипяченой воды и тонкой кисточкой наношу вот такие веточки уже на поверхность торта. Здесь очень важно уяснить, что кисточка постоянно должна быть смочена в красителе, иначе будут разрывы на креме. Подходящими по цвету сахарными кондитерскими посыпками я просто посыпаю вот эти веточки. Я заранее заготовила и просушила вот такие шарики из мастики белого цвета и выборочно выставляю их также в эту цветочную композицию, чтобы немножко ее как бы разбавить. Торт мой в принципе готов. Самый низ торта, который у меня соприкасается с подложкой, я также посыпала сахарными кондитерскими посыпками. Так она ненавязчиво очень смотрится, эта посыпочка мелкая. Насколько я могла, я оставалась в этой розовой гамме. И чтобы все не слилось в одно сплошное бело-розовое полотно, я все-таки добавила вот этот желтовато-зеленоватый вереск сюда, белые шарики из мастики и также бутоны в малазийском стиле. И вот такой торт у меня получился. В общей сложности на покрытие и на приготовление цветов для этого торта белково-заварного крема у меня ушло из расчета порции на 250 грамм белка. Готовила я его отдельно, сначала для цветов, а потом уже для покрытия. Ссылочки все на подробнейшие рецепты белково-заварного крема я вам, конечно же, оставлю в описании под данным видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.